Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю нереально вкусный, знаменитый торт Рафаэлло без муки и без глютена. Торт готовится совсем несложно, но получается просто необыкновенно вкусным, сочным, в котором сочетаются идеально все вкусы. Другой рецепт торта Рафаэлло есть на моем канале с кокосовым бисквитом, с немножко другим кремом. Проходите по ссылке в описании под видео и смотрите тот рецепт. Сейчас приготовим коржи. 25 грамм кукурузного крахмала, 120 грамм миндальной муки и 100 грамм кокосовой стружки. Сразу говорю по поводу кокосовой стружки. Берите как можно более ароматную, потому что есть такая кокосовая стружка, которая вообще ничем не пахнет. Поэтому для этого десерта, для этого торта позаботьтесь, купите хорошую кокосовую стружку. Это очень важно. Здесь 7 белков от средних яиц, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. И взбиваем сейчас до образования такой пивной пены. Это 210 грамм примерно белка здесь нужно. Я все напишу в описании под данным видео. 250 грамм сахара я сейчас порциями ввожу в белковую массу. И взбивать я буду примерно 8 минут. До такой глянцевой, очень красивой меренги. Но пик у этой меренги должен быть такой подрагивающий. То есть не в губку взбиваем. Вот такая вот меренга должна в итоге получиться. Теперь я перекладываю просто всю эту массу в более большую миску, где мне удобнее будет перемешивать, чтобы не осела меренга. И туда я сейчас порциями ввожу всю сухую смесь, которую мы приготовили ранее. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Складывающими движениями, очень аккуратно, сверху вниз перемешиваем. Итак, масса готова. Перекладываю сейчас в кондитерский мешок. И формы здесь у меня по 18 сантиметров будут. Две формы сразу же отсаживаю сразу. Здесь тесто это не может ждать. Сразу отсаживаю на противень. Если же у вас нет этих форм, выпекайте вообще без форм. Это тоже можно. И ничего страшного, просто кончики потом нужно будет обрезать. На 25 минут температура 175 градусов Цельсия. Режим вверх-вниз без конвекции. Вторую часть теста я сразу же отсадила также на противень. И пока будет выпекаться первая часть теста, вторая часть теста должна уже ждать именно вот в таком нанесенном на противень виде. Вот это важно. Итак, первые коржи выпеклись. Сейчас, как только я могу дотрагиваться до форм, я сразу же освобождаю коржи из форм. 25 минут, режим вверх-вниз, без конвекции. Еще раз повторяю, можно выпекать вообще без форм. Потому что этот вопрос очень часто задают в комментариях. Даем сейчас коржам просто остыть. И они уже готовы к употреблению. Коржи получаются такие достаточно мягкие. Сверху и снизу корочка такая сухая, но внутри коржи мягкие. Это так и должно быть. Сейчас складываем их, когда они полностью остыли, их можно складывать один на один, эти коржи. Готовим крем. 50 грамм кокосового молока. Туда же я отправляю 25 грамм кукурузного крахмала. Все просто перемешиваю. 8 грамм ванильного сахара. Перемешиваем также. Здесь 7 желтков, которые у нас остались от разделения яиц на желтки и белки. Белки у нас пошли в тесто, а желтки сюда. Добавляем всю эту кокосовую смесь с крахмалом туда, все перемешиваем. Когда желтки у вас останутся стоять, обязательно их накрывайте пищевой пленкой. И 170 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки добавляем туда. Все это перемешиваем.
Сейчас на плите я уже нагрела почти до кипения 300 мл кокосового молока. Туда же я добавляю всю яичную смесь. Все это сейчас перемешиваю и иду уваривать на плиту. Сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу эту смесь до кипения, и когда пойдут первые пузыри, проварится смесь еще буквально секунд 20-30, и я снимаю смесь с огня. Она готова. Туда же я добавляю сейчас, пока она совсем горячая, 50 грамм белого шоколада. Размешиваю все это. Смесь будет глянцевая, очень красивая от шоколада. И также я добавляю туда 70 грамм кокосовой стружки. Еще раз повторяю, кокосовую стружку берем самую ароматную, которую только можно купить. Переливаем сейчас все это в емкость, где вся смесь будет остывать до комнатной температуры, а 250 грамм сливочного масла нагреваем сейчас до комнатной температуры. Итак, прошло у меня несколько часов. Масло должно быть вот такой консистенции для взбивания. Взбиваем масло сейчас минуты 4-5, чтобы оно увеличилось в объеме и побелело. И добавляю сейчас туда порциями всю заварную основу. Заварная основа не должна быть холодной. Она должна быть температуры такой примерно 25-27 градусов, чтобы крем не расслоился. Есть еще один крем кокосовый Рафаэлло на моем канале. Ссылку я оставлю в описании к данному видео. Тоже очень вкусный, но тот я готовлю без яиц. Итак, крем готов. Им можно также и шапочки у капкейков украшать. Он держит форму. И начинаем сборку торта. Сразу же. Буду наносить из кондитерского мешка. Мне так просто удобнее. Вы же можете обычным шпателем пользоваться. Крем я распределила на 3 части, чтобы мне промазать им 3 коржа. Ну а остаточком там я просто выровняю слегка этот торт. Сейчас небольшой слой крема я нанесла на второй корж. Я делаю такой сейчас из кондитерского мешка как бы бордюрчик. И буду засыпать туда внутрь сейчас миндаль обжаренный. Здесь 100 грамм миндаля я обжарила на сковородке. И насыпаю туда, вы можете больше брать миндаля, можете в каждый слой его укладывать, но мне так больше нравится, потому что мне кажется, что этого достаточно. Накрываем небольшим слоем крема весь миндаль, разравниваем также. Видите, этот торт даже можно собирать и без формы, что я и делаю. Третью часть крема выложили на третий корж и накрываем все это 4-м коржом. В принципе, торт собран. Остаточками крема сейчас выравниваем торт и сразу убираю в холодильник сейчас. Здесь я достала торт из холодильника, я его выравниваю небольшими совсем остатками крема. И посыпаю сейчас кокосовой стружкой. Здесь по желанию вы можете украшать его и под крем, и под мастику брать, под любую. То есть украшение можно делать любое. Торт очень стабильный, он хорошо переносит транспортировку, то есть за это переживать вообще не нужно. И вот смотрите, как он нарезается после ночи в холодильнике. То есть нарезается он очень ровно. Очень ровно. Такой, я бы сказала, даже очень удачный в плане нарезания торт, несмотря на то, что он весь ореховый. И вот такой идеальный красивый разрез у нас получается. Когда он постоит где-то буквально полчаса при комнатной температуре, он тает во рту, этот торт. Очень советую приготовить для всех любителей конфет Рафаэлло. Вот такой он нежный. Это буквально вот здесь вот 20 минут он у меня пробыл при комнатной температуре. Видите, надламывается вилкой, то есть он мягкий, очень сочный тортик.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.